Что ж ты, фраер, сдал назад? Сегодня Трамп сначала якобы заявил, что Украина должна поступиться Крымом, то есть практически все информационные агентства говорили о том, что, да и разведки говорили о том же самом, что трамписты требуют от Украины признать российское правление Крыма над Крымом, российский суверенитет над Крымом. После того, как Зеленский четко и понятно рассказал трампистам, что этого никогда не произойдет, Трамп сначала обгавкал Зеленского, но потом сказал, знаете, так никто не говорил им отказываться от Крыма. Да. Ну, то есть получается, что, знаете, сразу у нескольких информационных агентств, какие у иностранных разведок, у которых есть свои люди внутри Белого дома, эти все люди одновременно говорили неправду о том, что предлагалось Украине. Более того, то, что Трамп лжет, говорит о том, что Трамп лжет, говорит еще одна вещь. Сегодня Евросоюз во Франции заявил следующую вещь, что они не потерпят мирный договор, который не будет уважать территориальную целостность Украины. Это прямой намек на вот эту сдачу трампонами всех позиций. Ну, еще раз, ребята, я вам еще раз повторю. Трампоны сдали позицию, вообще сдали все, что можно было сдать на переговорах, еще до самих переговоров. Об этом говорил 1000 раз тот же посол Соединенных Штатов Америки Майкл Макфол. Он говорил, как можно было делать вот такие идиотские заявления, вот это в течение всего периода этих так называемых переговоров между Трампом и его начальником Путиным. Как можно было это делать, если это все должно было быть предметом переговоров? То есть Трамп еще до начала переговоров все сдал, а потом продолжает наезжать на Зеленского, потому что Зеленский не хочет формально отказываться от Крыма. Ну, извините меня. То есть у Трампа, во-первых, то, что 7 пятниц на неделю, это понятно. Во-вторых, это уже откровенная ложь пошла, потому что, значит, всю неделю все информационные агентства говорили о том, что Зеленскому это предлагают. Зеленский на это ответил. Европа на это тоже ответила. Но если бы этого не было предмета, то стал ли бы Зеленский об этом говорить, стала ли бы Европа об этом говорить официально? Но Трамп утверждает, не, мы же такого не говорили, вы что, мы что, Китаю вводили эти самые тарифы? Да не, вы что, вы о чем? Да. Ну, понятно, с кем мы имеем дело, сегодняшняя Америка, да, все так идет. Есть там еще один персонаж, это Вэнс. Ну, этот вообще, это просто, ребята, это просто, с какой помойки его взяли, ну, понятно, с какой, да, вот, но... Он сегодня вылупил очередную мега-глупость. Значит, он заявил, что на территориальные уступки придется идти и Украине, и России, поскольку они не получат желаемого, и они не получат своих территорий. Я чуть не понял, о каких территориальных уступках со стороны... Он вообще карту видел, где про них исходят бои? Кто напал на кого? Он вообще в курсе? Чья это территория? И о каких территориальных уступках со стороны России, фантастических мозгах фантастического Венса идет речь? Вот это я не понимаю. Ему может кто-то вообще там объяснить в Белом доме? Я не знаю, у них там есть хоть один человек, который в состоянии там на карте Украину найти и так далее. Я же не знаю. Может, нет таких, да, там они все заняты, говорится, make deal. Правда, ни одного дела еще не сделали. Это предмет отдельных разговоров, да. Вот, там покажите, где находятся боевые действия, где проходит линия фронта. Ваш представитель, этот Уитков, который сейчас летит в Москву на бурное свидание с Путиным, главное, чтобы презерватив захватил. Да, так вот, ваш представитель Уитков, он даже не смог назвать названия областей, о которых он ведет переговоры. Я уверен, что вот этот Венс, он из той же абсолютно оперы, и если его спросить, о чем идет речь, и где вообще находятся вот эти территории, оккупированные Рашкастаном, он даже не скажет. Он просто понятия не имеет, где он находится. Вот это мое сугубо такое частное мнение. Вот если сейчас ему принести карту мира, и чтобы он тыкнул пальцем с лету по этим территориям, о которых он сейчас разглагольствует, не найдет.
Более того, скажите ему название там Херсон, Запорожье. Он его мало того, что не выговорит, он его не дойдет, он о нем первый раз слышит. Ну, вот как-то так. Да, и вот эти люди позиционируют себя как великие переговорщики. Хотя они гаранты по Будапештскому меморандуму, давайте не забывать. Гаранты. Не имеет значения, кто из ваших президентов подписывал эти гарантии. Не имеет значения было. Клинтон, Трамп, Буш, какая разница. Это подписывали Соединенные Штаты Америки от имени Соединенных Штатов Америки. А сегодня они говорят, да мы вообще посредники, да мы вообще не при делах. Какая Украина? А где это? Это не наши интересы, это не наши национальные интересы. Нормально? Мы вообще-то за это отдали ядерное оружие. Ну, это отдельная эта история с ядерным оружием. Я уже думаю, все поняли, что нужно делать. Потому что, имея вот таких вот, господи, прости, союзников, то, как говорится, врагов уже не надо. Да? Вот. Ну, что еще интересного? Этот Витков, господи, прости, посредник летит за очередными инструкциями на Москву, да, вот, ну, я не знаю, что ему там сделают, очередную экскортницу подсунут, еще что-нибудь сделают, короче, я так понимаю, что что он будет, он любит летать на Москву, судя по всему, ему там сильно нравится, но главное, чтобы гонорею не подхватило, так, в принципе, все у него там будет хорошо, вот, о чем он там договорится, да ни о чем, это все, как всегда, знаете, из пустого в порожнее. Похоже, там нужны просто-напросто другие посредники, потому что вот эти немножечко, есть такое хорошее слово, скурвились, да. Правда, они немножечко. Тут я ошибся. Дальше, по поводу трамповских вот этих вот тарифов. Ну, облажался он просто по полной. Просто, ребята, это... Ну, из тупости и запредельной глупости, это значит, он ввел, по-моему, то ли 2,5, то ли 3,5 тысячи процентов налога на Камбоджу. Ну, знаете, за что? За то, что они эти самые солнечные батареи экспортируют в США. У меня на них, и там еще дополнительные налоги навесил на Вьетнам, по-моему, на Таиланд, еще на кого-то. Ну, вообще, есть какие-то мозги, какой-то предел глупости и так далее, и так далее. У меня просто, я вот такие вещи я не знаю, как комментировать. Хотя Трампу уже, оказывается, эту вещь прокомментировали. Сейчас я вам расскажу. Значит, руководители Walmart, Target и Home Depot только что в частном порядке встретились с Трампом и предупредили его о следующем, что его политика вызовет пустые полки по всей стране. Ну, так оно и будет, я 1000 раз говорил. Обувь приезжает из Вьетнама. Вот эти вот солнечные батареи из Камбоджи, например. Да. Ну, я так почему-то думаю, что Трампу, наверное, сказали, я знаю, почему Камбоджу он влупил 2500 или 3500% дополнительных, а Вьетнаму 44. Ну, ему, по всей видимости, я не знаю, но, наверное, по всей видимости, ему сказали, что в Камбодже, например, у власти до сих пор красные кхмеры, которые убивают людей, вот, и которых и немцы уничтожили 20 лет назад. Вот, Пол Пот и Янг Сари там еще у власти, он рассказали, показали, видимо, ему картинки, а то он так впечатлился, вот, Пол Потом и его деяниями жуткими, что наложил на Пол Пота санкции, но не учел, что его уже 20 лет как нету. Вот. Ну, по-другому я это не могу объяснить, да. Вот, то есть, ну, глупость за глупостью. Вот он ввел санкции на Китай, потом он эти санкции отменяет, просто потому что, я же говорю, ему просто сказали, что, чувак, а нам ничего будет продавать. Это не продовольственные товары. Речь идет о обычных товарах, которые вы покупаете каждый день для того, чтобы дома там, да, что-то сделать. То ли какую-то декоративную картинку, или лепнину на стенку, или там фурнитуру на мебель, или картинку какую-то, или домашние тапочки. Ну, вы поняли, да, дребедень всякую, или ёршик от Путина, от Пескова, для унитаза вот это, да. Вот такого плана товары, которые в США производить невыгодно по 1001 причине, их производят как раз в Китае и так далее. Вот. Он Китай обложил налогами, но вот эти Walmart сейчас и Home Depot продают последние эти запасы, а потом что будет? Они ему сказали, чувак, смотри, у тебя будут пустые полки. Потому что с этими налогами это все станет, ёршик станет дорогим. Прям как Песков, да, и Песков аж каждый дом не поставишь, чтобы унитаз пробивать. Ну и все, и Трамп тут же поплыл и снял налоги с Китая. Вот так это происходит. Ну и заявил о том, что он снимет налоги с Китая и так далее. То есть,
у человека явно, ну, у него там все нарушено, и причинно-следственные связи, и экономическое образование, господи, прости, нас интересует наше, да, вот этот Витков сейчас летит, Витьков, или Витков, как его правильно там фамилия, Витьков летит туда, на Москву, с очередными предложениями от Трампа. Какие предложения, я, честно говоря, мне очень тяжело сказать, потому что сегодня во встрече в Лондоне трамписты не участвовали. И что он может вести Путину? Ну, единственное, что, знаете, позитива из этого всего следующее. Поскольку Трамп увидел абсолютно негативную реакцию на вот эту бредятину, которую он нес по поводу признания Крыма Рашкастанским, он понял, что это не пройдет ни в каком виде, поэтому уже предлагать такую ахинею Путину он не будет, да, вот, ну а все остальное будет, да, дальше сегодня же выступил вот этот вот, мы сегодня целый день о ёршике, да, выступил сегодня этот Песков и сказал очень интересную вещь, да, он сказал очень интересную сегодня вещь, значит, это сегодня, читаю. Украина должна вывести войска из Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей для завершения войны. Конец цитаты. Ну, зашибись. Вот мне интересно, когда Трамп гавкает на президента Украины Владимира Зеленского, да, без всякого на это повода, да, вот после такого заявления этого вот ёршика Путина, почему он не гавкает на Путина? Почему у него язык в одном месте? Хотелось бы знать, в чьем.